Здорово, YouTube! В этом видео топ-10 лучших мониторов до 15 тысяч рублей. За столь небольшие деньги не стоит ожидать невероятных характеристик. Зато в данном сегменте есть неплохие геймерские модели с разверткой в 144 Гц. Если вы начинающий фотограф или дизайнер, то среди бюджетных мониторов найдутся модели с хорошей калибровкой. Или просто мониторы с очень красивым безрамочным дизайном. В этом рейтинге собраны устройства под разные требования. При составлении топа я учитывал не только возможности и ценник, но и реальные отзывы. Итак, рейтинг лучших бюджетных мониторов до 15 тысяч рублей. Ставь лайк, подписывайся на канал. Поехали! Liyama ProLight 23,8 дюйма. Бренд Liyama славится недорогими, но качественными мониторами. И этот моник не стал исключением. В устройстве используется бюджетная IPS-матрица. Она может отображать 16,7 миллионов оттенков, но обеспечивает их нечестные 8 бит, а 6 бит плюс фреймрейт контрол. Разрешение экрана стандартное для данного сегмента Full HD. Частота обновления экрана может достигать 75 Гц при подключении по VGA. Также в мониторе доступны HDMI и DisplayPort, а среди дополнительных разъемов можно отметить пару USB-A версии 2.0, а также аудиовыход на 3,5 мм. Комплектуется монитор фирмы Liyama сетевым шнуром, проводом для USB хаба, а также кабелем HDMI. Из коробки устройство практически собрано. Покупателю требуется его только разместить на подставке и подключить. Достоинство монитора следующее. Функциональная подставка, качественная калибровка, отличная сборка, неплохие динамики и сразу 3 типа видеовыходов. Недостатки: органы управления находятся сзади, а также применение фреймрейт контрол для получения 8 бит. Кстати, заводская калибровка монитора на очень хорошем уровне. Средняя цена на него примерно $175. Но следующий претендент мне нравится больше. BenQ BL2480T 23,8 дюйма. Мониторы с безрамочным дизайном настолько полюбились покупателям, что сегодня они доступны даже в бюджетной категории. И поскольку соответствующие мониторы предлагают нам разные производители, то бороться за внимание приходится совсем другими методами. В случае с BL2480T от бренда BenQ в ход пошли датчики освещения и приближения. Они управляют яркостью и активностью матрицы в зависимости от присутствия владельца. Дизайн у монитора с Full HD классический. Он отлично подойдет и для дома, и для офиса. Нижняя рамка устройства имеет внушительную толщину, что для дешевой модели простительно. Под ней расположен блок с датчиками. Аналогично и Liyama, модель BL2480T оснащена 3 видеовыходами. Матрица монитора хорошо откалибрована, покрытие у нее полуматовое, поэтому она не искажает картинку, но хорошо борется с бликами. Достоинство монитора следующее. В комплекте есть кабель DisplayPort, эргономичная подставка, хорошая калибровка экрана, приятное сочетание цены и характеристик, а также датчики освещенности. К минусам можно отнести невысокий уровень сигнала на аналоговом аудиовыходе и маломощные встроенные динамики. Цена на монитор BenQ около 12 тысяч рублей. BenQ BL2480T способен поразить отличным отображением цветов. Более того, поигравшись с настройками, можно добиться результатов, как у гораздо более дорогих мониторов, чего не может обеспечить большинство конкурентов. Но при этом в данной ценовой категории есть мониторы, которые могут обеспечить 144 Гц обновление экрана. И это HP X24C диагональю 23,6 дюйма. Хотя бюджетные мониторы для геймеров сейчас не являются редкостью, далеко не каждый из них может удовлетворить потребности пользователей. Однако инженерам HP удалось сделать классное устройство. Модель X24C отличается современным дизайном и качественной сборкой. Для обеспечения качественной картинки и быстрого отклика в мониторе применяются VA-матрицы. Для большего погружения экран изогнутый. Хотя на диагонали 23,6 дюйма заметить преимущество от такого эффекта смогут не все. Контрастность дисплея традиционно высокая для VA – 3000 к 1, а яркость может достигать аж 300 нит. Но игровыми эти характеристики не являются. Другое дело частота обновления экрана 144 Гц. Подключить монитор можно через DisplayPort или HDMI. Достоинства: высокая частота обновления экрана, качественное изображение, поддержка G-Sync и FreeSync, равномерная подсветка, высокая контрастность и быстрый отклик пикселей. Недостатки: кабель DisplayPort нужно докупать, и рамки монитора здесь не самые маленькие. Средний ценник в районе $200.
Продолжает рейтинг один из самых доступных 24-дюймовых мониторов VF Sonic VA2432H 23,8 дюйма. Как и модель от BenQ, устройство может похвастаться минимальными рамками и классным дизайном, но степень свободы у комплектной подставки VA2432 меньше, поэтому для регулировки по высоте и портретного режима придется дополнительно тратиться на покупку кронштейна. Этот же монитор доступен в модификациях с интерфейсами MH и MHD. По дизайну и характеристикам они практически не отличаются, но в первом случае покупатель получит пару динамиков по 2 Вт, а во втором к акустике добавляется видеовыход DisplayPort. Качественная матрица Super Clear IPS обеспечивает монитору VF Sonic очень хорошую цветопередачу, максимальные углы обзора при отключении в любом направлении. По времени отклика перед нами типичный недорогой вариант. 4 миллисекунды. Яркость у этого монитора тоже не очень высокая, 250 нит, а частота обновления экрана 60-75 Гц. Достоинства: хорошая цветопередача, низкое энергопотребление, функция калибровки цвета, безрамочный дизайн, хорошая контрастность и доступная цена. Недостатки: нет дисплей-порта в модификации H и очень простая подставка. А стоимость монитора VF Sonic более чем приятная. Он стоит в районе 11 тысяч рублей. Ну а если вы используете монитор исключительно для игр, то для вас подойдет следующий вариант. LG 24GL 650 с диагональю экрана 23,6 дюйма. В данном случае можно отказаться от IPS и даже VA, поскольку они не обеспечивают достаточно низкого времени отклика. TN-матрица вот отличный вариант. 1 миллисекунда отклика позволит моментально реагировать на внутриигровые события, да и 144-герцовая матрица монитора в разы повышает плавность и четкость изображения. Избавиться от разрывов при выводе картинки на экран поможет технология FreeSync, которая может использоваться не только с видеокартами AMD, но и с дискретной графикой NVIDIA. Качественный монитор LG также может похвастаться технологией стабилизации черного. Идеальная подставка с 3 режимами степени свободы и функцией отображения на экране неподвижного прицела. К достоинствам монитора можно отнести агрессивный внешний вид, тонкие рамки по 3 сторонам, высокая частота обновления экрана, низкое время отклика матрицы и набор игровых возможностей. К недостаткам я бы отнес посредственную цветопередачу. $216 средняя цена на этот бюджетный игровой монитор. Мониторы 27 дюймов с разрешением Full HD хорошо подходят для малопроизводительных домашних компьютеров. Для рабочих задач такие мониторы не стоит покупать, ведь из-за низкой плотности пикселей пользоваться ими будет не совсем комфортно. И здесь хорошо справляется HP P27V. Смотреть видео, листать интернет-страницы и даже играть в не очень динамические проекты на таком мониторе достаточно комфортно. Эта модель оснащена IPS-матрицей с хорошей цветопередачей. Время отклика 5 миллисекунд и яркость до 300 нит. Углы обзора максимальные. Заводская калибровка подойдет для большинства сценариев использования. Но если она вам не понравится, то в настройках можно изменить все параметры. Для подключения доступны HDMI и VGA, а DisplayPort, к сожалению, здесь нет. Но даже если учитывать этот фактор, то перед нами один из лучших мониторов с ценой $205. Достоинства монитора следующие: качественная картинка, большая IPS матрица, максимальная яркость, широкие углы обзора и стильный внешний вид. Недостатки здесь тоже есть: простенькая подставка и отсутствие DisplayPort. Компания Xiaomi удивляет великолепным внешним видом и хорошими характеристиками по отношению с ценой, которая гораздо ниже предложенных возможностей. Данное утверждение касается всей продукции бренда, включая мониторы. И если вы такой же фанат Xiaomi, как и я, то Xiaomi Mi Desktop 1C будет лучшим тому подтверждением. Модель очень элегантная, толщина всего 7,3 мм в самом тонком месте и практически безрамочный экран. По стоимости этот монитор с IPS-матрицей конкурирует с моделью компании VF Sonic. Купить его можно в районе $160, но на AliExpress, как всегда, будет дешевле. Все ссылки на мониторы будут в описании. Технические характеристики у них тоже схожие. Диагональ экрана 23,8 дюйма, отличная калибровка и яркость 250 нит. Mi Desktop 1C предназначен для мультимедийных задач. Время отклика у него 6 миллисекунд. Хорошая цветопередача делает пригодным этот монитор для фотографов и дизайнеров. И у меня тоже есть такой монитор. Достоинства его следующие: аргументированная стоимость, частота обновления экрана 75 Гц, почти идеальная цветопередача, HDMI кабель с медным покрытием и очень тонкие рамки.
К недостаткам я бы отнес несколько шаткую подставку. Полный обзор на этот монитор можешь посмотреть по ссылочке сверху. Еще один большой бюджетный монитор, но на этот раз от компании Acer. Acer Nitro VG270 с диагональю 27 дюймов. Эта модель из линейки Nitro отличается классным внешним видом и хорошей цветопередачей прямо из коробки. Сзади на популярном мониторе располагаются все необходимые интерфейсы: HDMI, VGA, DisplayPort, а также разъем для наушников. За свою стоимость в экране не хватает только USB хаба, с которым VG270 стал бы действительно идеальным. Хотя устройство основано на IPS матрице, оно неплохо подходит для геймеров. Во-первых, здесь присутствует поддержка технологии адаптивной синхронизации FreeSync. Во-вторых, в настройках доступна функция Visual Response Boost. Другими словами, это технология разгона матрицы, которая позволяет получить время отклика в 1 миллисекунду. Также один из лучших мониторов 2021 года оснащен парой стереодинамиков до 4 Вт. Достоинства: качественная сборка, функция разгона, низкое энергопотребление, наличие AMD FreeSync и встроенные колонки. К недостаткам я бы отнес простоту подставки. Цена на 27-дюймовый Acer плюс-минус 215 баксов. Если ты не можешь определиться, какой монитор в этой ценовой категории лучше всего подойдет для игр, многие пользователи отдадут предпочтение мониторам AOC из-за хорошего баланса цены и характеристик. AOC C24G1 с диагональю 23,6 дюйма. В модели установлена очень классная VA-матрица с контрастностью 3000 к 1. Время отклика монитора 4 миллисекунды и частота обновления экрана 144 Гц. Матрица изогнутая, выделяется хорошими углами обзора, а также подсветкой без мерцания Flicker Free. В характеристиках, помимо времени отклика пикселя, производитель указывает и параметр MPRT. Его еще называют кинематографическим откликом. Однако он демонстрирует совершенно другой показатель. Отражает время шлейфа. В отзывах покупатели монитора хвалят его за отличную картинку, а также возможность настройки параметров цветопередачи вручную. Но, как и у большинства устройств в данном классе, AOC G24G1 оснащается 6-битной матрицей, расширение охвата которой достигается посредством применения Frame Rate Control. На впечатлениях от изображения это никак не сказывается, но при покупке монитора эту функцию нужно учитывать. Достоинства монитора: адаптивная синхронизация, низкое время отклика, все необходимые разъемы, функция калибровки цвета, низкое энергопотребление и регулировка по высоте. Недостатки здесь тоже есть. Ножка занимает много места и очень тугие кнопки управления. Купить монитор можно в районе $170. А завершит обзор, пожалуй, лучшая геймерская модель от южнокорейского бренда. Samsung C24RG50FQi с диагональю экрана 23,5 дюйма. Этот монитор обладает одной из лучших матриц для игр в своей ценовой категории, ведь производится она на собственных фабриках Samsung. Корейцы решили не экономить, поэтому C24RG50FQi используется качественный SVA дисплей с честной разрядностью 8 бит. Контрастность матрицы равна 3000 к 1. Максимальная яркость 250 нит. Атипичное время отклика 4 миллисекунды. В этой модели тоже используется изогнутая матрица, а для исключения разрыва кадров поддерживается функция FreeSync Premium. Частота обновления экрана составляет 144 Гц, причем даже с максимальной разверткой проблем с выводом не возникает, что часто случается с некоторыми конкурентами. Среди интерфейсов в мониторе с идеальным сочетанием цены и качества доступны 2 HDMI, DisplayPort и разъем 3,5 мм. Его достоинства: функция калибровки цвета, матрица с полноценными 8 битами, наличие 2 HDMI и DisplayPort, отличная сборка и стильный дизайн, поддержка технологии FreeSync Premium, а также частота обновления и контрастность. Цена на этот монитор в районе $210. Ну а если говорить в целом, среди мультимедийных моделей идеальным выбором являются модели от Xiaomi и BenQ. Они отличаются хорошей цветопередачей, а во втором случае пользователю не придется регулировать яркость вручную. В этот рейтинг мониторов до 15 тысяч рублей я добавил немало игровых моделей. Каждая из них хороша по-своему. Например, у монитора AOC классный дизайн и удобная подставка. У Samsung одна из лучших матриц, а LG предлагает
предлагает большой набор функций, предназначенных специально для геймеров. Если 23 и 24 дюйма для вас мало, то обратите внимание на HP и Acer. Второй вариант, к слову, тоже подходит для игр. Если видео было для тебя полезным, обязательно подпишись на канал и поставь лайк. Так ты не будешь пропускать новые выпуски, а для меня это очень важно. И пиши в комментариях, какой монитор ты бы еще добавил в топ до 15 тысяч рублей. Да пребудут с вами инновации!